11 часов утра. Нам сказали, что вакцина закончилась в воскресенье. Наконец-то, короче. 7 месяцев поисков. Было сложно. То есть, что нам кололи? Спутник, AstraZeneca, что здесь? Никто не знает. Привет! Сегодня я хотел поделиться с вами историей того, как мы с Таней, моей девушкой, получили вакцину в Мексике. Это был длинный путь, и почему именно Мексика, и какой процесс вообще получения вакцины в Латинской Америке, это вы сегодня и узнаете. Начну с того, что сейчас очень сложно путешествовать без вакцин. Каждая страна требует или сертификат, который очень дорого стоит. Например, в Мексике он стоит $100, просто один сертификат. И то же самое в странах Центральной Америки. Так что если хочется путешествовать, нужен сертификат или тест. Это была первой причиной, по которой мы вакцинируемся. Вторая, мы просто не хотели умереть, потому что я уже болел на COVID, мне не понравилось. Вот тогда я был дома, и сейчас во время путешествий все могло ухудшиться. Не хочу проверять, какая там загруженность сейчас в местных больницах, так что лучше вакцинироваться и продолжить себе свою жизнь. Начали мы наше путешествие еще в апреле. Мы полетели в Турцию. После неудачной попытки полететь в Доминиканскую республику, из ограничений у нас просто отменились билеты и все пропало. Деньги мы потеряли, если интересно, там есть видео. В апреле никакой вакцины в Украине еще не было, поэтому мы с чистой совестью, можно так сказать, путешествовали и даже не думали про вакцинацию. После Турции мы прилетели в Бразилию, и уже на тот момент в Украине вакцина стала доступна каждому. Из-за этого мы активно начали искать возможность вакцинации за границей. К сожалению, в Бразилии у нас так и не получилось вакцинироваться из-за того, что нужно быть или гражданином этой страны, или иметь разные документы о том, что ты там живешь, работаешь, чего у нас, конечно же, не было. Мы просто туристы. Потом эта же история повторилась в Колумбии и Коста-Рике, и потом мы прилетели в Мексику. Здесь иностранцы имеют полное право вакцинироваться. Главное просто дождаться своей очереди. Информацию про которую публикуют еженедельно на сайтах местных властей, также на Фейсбуке, в Твиттере. Несколько раз мы ходили в пункты массовой вакцинации, и нам сказали, что вот, не ваша очередь, нужно дождаться вашей очереди. Я даже звонил и спрашивал, когда же вообще мы можем туда прийти. Нам даже сказали, что окей, вам не нужно ждать, пока будет вакцинировать людей вашего возраста. Главное, чтобы это была вот первая доза нужной вам вакцины. А нужная нам вакцина — это не спутник, потому что мы из Украины, а спутник — это не вакцина. Вторая, там еще была какая-то китайская однодозная вакцина, про которую даже не знаю. Она не признана в Украине, ни в каких других странах вообще. Я не знаю, что она здесь делает. Так что у нас остались только AstraZeneca и Pfizer из доступных здесь вакцин. Месяц мы ждали нашей очереди в Мехико, в столице Мексики. Несколько раз мы приходили в пункты вакцинации. Наша первая попытка получить вакцину в Мексике увенчалась неудачей. Нам сказали, что мы можем получить вакцину в этой больнице во вторник. Сейчас вторник, мы пришли сюда, 11 часов утра. Нам сказали, что вакцина закончилась в воскресенье. Но раньше нам сказали, что они начнут давать вакцину во вторник. А сейчас говорят, что она закончилась в воскресенье. Продолжим наши поиски. Возможно, в следующей неделе. Или в другом городе увидим. Здесь очень странная система работы распределения вакцин. Ее тоже нужно понять и разобраться в этом. Потом мы еще раз пришли в пункт массовой вакцинации, но безуспешно, так как в тот день кололи только спутник и вторую дозу AstraZeneca. Как я сказал, нам нужно прийти в день, когда колят первую дозу. Мы уже поняли, что окей, на Pfizer мы уже не надеялись, мы вот видели, что везде AstraZeneca, и просто нужно было дождаться, когда будут колоть именно первую дозу. Потом мы поехали в Пуэблу. Через 2 недели в Пуэбле мы наконец-то дождались нашей очереди, но в день, когда мы хотели уже вакцинироваться и уезжать с города, вакцинацию перенесли на выходные из-за каких-то там проблем на границе. И мы так и не получили нашу вакцину, потому что мы уехали в Оахаку. В Оахаке мы пробыли тоже 2 недели безуспешно в плане вакцины.
Но уже через 2 месяца поиска, это только в Мексике, в 4-м нашем штате, в 4-м городе, город Тукскла, штат Чиапас, мы получили нашу первую дозу. Efectivamente, la vacuna que están aplicando aquí es Pfizer. Sí, es Pfizer. Nada más que no tendrían como tal un certificado de vacunación, tendrían un comprobante. Он сказал, что мы сможем получить вакцину Pfizer здесь сейчас. Это очередь. Сейчас мы постоим, подождем. Там уже на улице тоже есть очередь. Таня, почему ты нервничаешь? Почему я нервничаю? Я не нервничаю. Ты нервничаешь? Я не нервничаю. Какие есть вопросы у тебя? У меня есть вопрос. Помогут ли мне здесь, если я вдруг упаду в обморок? Что мне можно делать после вакцинации? Можно ли есть после вакцинации? Выпустят ли меня из этой страны в другие страны с сертификатом, который мне здесь дадут? Вот такие у меня вопросы. Вау. Это все вопросы на сегодня? Но я думаю, есть еще. Я их сократила. Так, мы здесь уже почти сидели очередь. Потом мы идем туда заполнять, я так понял, нам туда возьмут наши данные. И потом там еще какая-то очередь уже дальше. И может быть нам уже потом уже как-то дадут вакцину нашу. И выпустят с этой страны. Yo solo sabía que estaba en ecología y que era de recursos humanos, pero últimamente ya no había como mucha. И такой вот документ. И мы ждем уже еще в одной очереди. Ну, наверное, последний на сегодня. Laboratorio Pfizer. Esta consta de 2 dosis. La primera la que se les aplica hoy, la segunda en un periodo de 21 a 42 días. En el caso de las mujeres, si es el caso y hay lactancia materna, no se suspende tampoco. Ура! Наша вакцина приехала. Прививка. Una molestia. Вообще не больно, Таня. Даже не заметил. Таня. Как ощущение? Я не ощущаю ничего. Ну, сейчас нормальное ощущение. А перед этим трепало меня. Что ты кричала? Я говорю, трепало меня. Что ты кричала? Когда? Когда тебе дозу давали, Потому Таня? что я чувствовала, как вливается поток жидкости в мое тело. Мы получили нашу прививку или вакцину. Наконец-то, короче, после полугоднего поиска места в Бразилии, Колумбии, Коста-Рике нам не давали вакцину из-за того, что мы иностранцы. Мы уже думали, что полетим домой и там получим вакцину, но спасибо, Мексика, что дала нам вакцину, первую дозу. Через 21 день надеемся получить вторую и беспроблемно полететь в Европу, точнее домой. Потому что сейчас для каждого перелета нужна вакцина, а без нее очень сложно жить вообще. Честно говоря, мы уже и не надеялись получить вакцину в Мексике, тем более Pfizer. Почему было так важно получить именно Pfizer? Мне не принципиально какая-то вакцина, главное, чтобы она была признана моей страной, Украиной. Но суть в том, что время ожидания второй дозы Pfizer короче, то есть нужно ждать всего 21 день. В случае с AstraZeneca нужно ждать целых 2 месяца. Но мы уже почти купили билеты и планировали уехать вот через 5 недель, скажем так. То есть получить 2 дозы и через 2 недели после второй дозы успешно улететь, чтобы там был сертификат и все считывалось. Через 3 недели после первой дозы мы уехали в другой город еще поменьше. Прошло 2 недели, мы все еще живы после первой дозы и готовы делать вторую дозу. Мы уже в другом городе. Надеюсь, что сегодня это все случится быстрее. Как я закачу рукав? Как самочувствие? Почему? Оно как будто бы большой иглой проникает очень в кость. Ну все, Очень больно. уже все закончилось. Мы получили вторую дозу, нам дали такую вот бумажечку. Сказали, что это все, что мы можем получить. Это какая-то временная информация про вакцинацию. Не сможем получить сертификат из-за того, что мы не мексиканцы, мы не местные. И не знаю, пропустят ли нас куда-то с этой бумажечкой, где просто от руки написано вакцина, мои данные. Я сам могу написать себе такую штуку. Видим. Местные могут получить себе сертификат, просто отправив слово сертификат на такой номер в WhatsApp, а мы не можем.
Еще немножко тревожно, потому что когда нам давали инструкции, сказали, что нам дадут AstraZeneca, хотя мы хотели получить Pfizer. Потом еще спросили, это первая доза, да? Я говорю, нет, вторая. Они говорят, да, точно, вторая. Несколько раз перепутали просто, какая вакцина, какая доза. Ай. 7 месяцев поисков. Мы получили наши 2 дозы в 2 разных городах. Было сложно. Надеюсь теперь, что получится получить какой-то европейский или украинский сертификат. Таня, давай победный танец. Ой, нужно, чтобы все тело было видно. У-ля-ля-ля-ля. Забавным мне показалось то, что на бумажке, которую нам дали про первую дозу, вот этот тот самый документ про первую дозу, здесь даже не указана вакцина. То есть, что нам кололи? Спутник, AstraZeneca, что здесь? Никто не знает. Слава богу, что я сфотографировал в тот момент серию и номер вакцины, показал им, они мне поверили, и уже на второй бумажке, вот это первая, вторая, нам написали, что да, здесь вот есть Pfizer, и все. Больше никакой ценной информации на этой бумаге нет. То есть нам дали вот такие вот бумаги, здесь почти нет никакой информации, все написано от руки. Сейчас вопрос заключается в том, пустят ли нас назад в Европу с такими вот сертификатами. А сейчас я уже в процессе выяснения всей этой ситуации. Я уже написал в посольство, объяснил ситуацию, сказал, что вот у нас есть такие вот временные сертификаты, что с нами делать, пожалуйста, объясните, мы хотим домой. Буду ждать ответа, надеюсь, что все будет хорошо. Вот такая вот история. Так получилось, что только Мексика дает иностранцам право вакцинации. Так что, если у вас есть какая-то другая информация, пожалуйста, напишите внизу и скажите, какой процесс получения вакцины в вашей стране? Можно ли просто пройти вакцинироваться или нужно ждать? Спасибо, что посмотрели это видео до конца, и увидимся. Не болейте.